Здравствуйте еще раз. Тема моего сегодняшнего семинара – это мое учение о Боге, система предупреждающего управления. В данной теме я рассматриваю процесс, когда какое-либо событие необходимо своевременно предупредить, то есть не допустить, например, отрицательного развития с какой-то ситуации, включая ситуацию со здоровьем и так далее. И при этом в данном контексте я рассматриваю управление в большей степени души человека, когда предупреждающие действия души и, вообще говоря, сосредоточено прежде всего в том, что душа человека, как правило, имеет все механизмы для того, чтобы нормировать ситуацию. То есть мы рассматриваем здесь такую систему управления, когда душа человека, действуя по задаче и по управлению от Бога, все время имеет механизм собственных знаний в том числе. То есть фактически любая ситуация, по сути, она такова, что вы, когда делаете управление, то в душе уже имеете и характер действия, и одновременно решение. И вот в этом случае предупредить какую-то ситуацию, это значит, есть же слово «упреждать», то есть упреждение некое, но вот если мы говорим о предупреждении, то это более раннее действие. То есть в данном случае имеется в виду как действие души, так и действие, например, более раннего уровня, то есть действие, например, Бога, но здесь есть и действие духа человека, потому что дух, имея бесконечный статус развития, он присутствует как в интервале времени до действия, так и, например, в после действия. Вот поэтому, когда мы говорим о том, какое действие рассматривается вообще в жизни как обязательно свершенное, то действие, которое имеет статус все-таки духовного действия, потому что в данном случае дух, как некая внешняя оболочка действия, это есть структура, где душа всегда реализует свою систему событий. То есть, чтобы точно сказать, что, например, событие осуществилось, в случае, причем, когда необходимо предпринимать срочные, например, быстрые действия или одновременные действия, нужно четко контур собственного духа расположить так, что тело воспринимает дух как следующее действие всего пространства, то есть всего мира фактически. То есть дух в данном случае это есть действие и всего мира в том числе. Вот это очень точная, вообще говоря, диагностика. Тогда получается, что когда вы так диагностируете систему, вы получаете совершенно четкий уровень, внешних, идущих от внешнего мира, и внутренних параметров, где вы можете видеть, что внутри какая-то, предположим, точка свечения, которая обозначает отдаленное действие или приближенное, еще, в общем-то, не визуализированное в виде конкретных каких-то технологий, в виде конкретных задач, но вы знаете, что это действие, что это есть цель. То есть в данной технологии можно в качестве предупреждения отрицательного статуса событий выделить универсальную цель событий. То есть вы знаете, что цель обозначается так-то, это происходит где-то здесь, в управлении свечения. Но чтобы управление осуществилось, вам нужно эту систему привести в норму. То есть вы ее сначала не обозначаете, как например, фиксированную систему некой проблемы, хотя может быть так, что проблема есть, например, совокупность проблем, и вам нужно уметь выделить систему так, чтобы не ошибиться. То есть надо уметь выделить же конфигурацию управления совершенно точно, чтобы не допустить ошибок. Тогда получается, что управление, именно предупреждающее управление, профилактическое управление, то есть профилирующее, в том числе управление, где вы обязательно достигаете результата, это должна быть однозначно точная система. И в связи с этим ваша душа должна фактически быть отражена в точке внешнего мира. То есть вы должны практически узнать себя, но со стороны души, то есть собственную, так скажем, душу в действии, в макродействии узнать, исходя из импульса и управления, и действия. То есть фактически вы стремитесь к тому, что точка, где душа соединена с Богом, с волей Бога, эта точка, это есть ваше действие от вас, отсюда, из физического тела, и одновременно вы видите
и себя, и совершенное действие, и тогда вы не ошибаетесь. То есть, чем больше, здесь так можно считать, вы нагружаете или увеличиваете систему внешнего управления в проявлениях, причем в точных проявлениях вашей души, в отдалении от вас, тем точнее вы получаете координату собственную, где вы, наконец, можете четко определить схему действий. То есть, в данном случае вы должны разложить последовательность действий, во-первых, лучше с первого раза, один раз, и эта последовательность действий должна быть точной. То есть вы совершенно четко должны увидеть, что разложенная система, она вас приводит сразу к эффективному действию, потому что в противном случае, если вы как бы за раз это не вытащили, да, эту информацию, то получается, что у вас, значит, возможны сложности. То есть, проще говоря, в этой жизни так бывает, что зафиксирована информация один раз, потом такова, что именно с ней придется работать. И в зависимости от того, что вы определили как цель, да, как вы вообще оформили цель, так у вас и будет складываться управление. То есть, поэтому вот определение цели, то есть, что как бы вас достигает на информации и зачем это вас достигает, это, в принципе, вот часто основная задача. И чтобы спрофилировать какую-то проблему, то есть предупредить, например, негативное развитие событий, в случае лечения заболевания, это получить как бы, нормальный уровень информации, да, состояние здоровья и так далее. И получается вот эта вот многопараметрическая, многовариантная задача получения точности в входящей как бы информации, да, это прежде всего все-таки действие вашей души. То есть вот именно в душе существует ответ в точности управления. То есть душа, по сути, это очень точная система действий, вот с точки зрения обобщенного анализа. Если можно рассмотреть душу именно как систему, в том числе действий. Не только как некое единое действие, порыв души, да, а именно как системность действия. Но душа обладает и свойством системности, и импульсности, единства действий. То есть, когда множество элементов, можно так сказать, являются действиями души, но и один элемент тоже. Тогда получается, что когда вы начинаете так анализировать, то вот выделение точных параметров, то есть когда вы видите, например, что наконец вы как бы ближе приближаетесь, да, к цели управления, то вот здесь начинается увеличенная концентрация. Событие с точным решением, как правило, оно более плотное, то есть более энергоемкое, более, скажем так, светящееся по внутреннему свету. То есть вот, чтобы определить, к какому вообще свету нужно двигаться в этой системе, чтобы выявить правильную цель, да, или чтобы получить даже первичную, как я сказал, информацию о схеме событий. То есть, значит, именно чтобы минимизировать как бы отрицательный статус событий, вам нужно двигаться по тому, что во внутреннем статусе событий существует более интенсивное свечение. Тогда вы двигаетесь правильно. То есть, в принципе, научиться дифференцировать всего лишь навсего концентрированную фактически светооптику, то есть такую концентрированную светооптику, которая содержится внутри, как бы полой сферы, или даже ближе это напоминает цилиндр. Вот здесь важно отметить, что, например, если мы возьмем структуру ДНК и удалимся очень быстро, да, в структуре своего сознания от материального как бы уровня ДНК, то мы получим больше цилиндрическую систему, чем сферическую. Вот цилиндр — это есть резкое удаление как бы одновременно и к вам, и против. То есть вы смотрите на систему практически, как бы с другой стороны тогда получается. То есть вы придаете своему взору многопараметрический характер. Резкое удаление — это одновременность многих точек зрения. Потому что если мы думаем в одном месте, во втором, в третьем, да, геометрически, и постепенно, то это линейное развитие. Если почти мгновенно, то получается мы как бы думаем одновременно с разных точек. То есть оптика попадает с разных точек, и вы как бы начинаете заглядывать на события с другой точки, как бы или с внешней, или с внутренней, то есть вы начинаете иметь другую структуру событий. Так вот, в логике это есть ответ на вопрос, потому что как только вы в логике находите некое неординарное решение, то часто это решение бывает очень эффективным, да? Как некое творческое решение, приходит мысль, и вы достигаете управления. То есть получается именно путем нетривиальных, скажем, систем, то есть фактически путем
вроде бы линейного, простого, но часто усложнения системы по энергоемкости. Ведь выделение точной линии, которая, в принципе, она выглядит на информации как одна из линий, и весовые характеристики этой системы, оптические, они бывают минимизированы, то есть они не очень высокие. В вашей ситуации, получается, надо выделить как бы устойчивую платформу, очень мощную, которая не является вот основным как бы сигналом, а вот в качестве основного сигнала выделить уже точное управление, где да, вы спрофилировали, вы предупредили, пусть даже вы попали в какой-то один алгоритм, да, действия, соотношение время, пространство, действие, и вы, тем не менее, получили, что вы двигаетесь правильно. Ведь здесь, в данном случае, именно в технологиях, в первую очередь, вечного развития, это обеспечение правильности любой итерации вашего действия. И тогда, когда вы, например, там идете в магазин или какие-то совершаете там покупки или делаете какие-то дела, вы все-таки знаете точно, вот, например, что вы, идя в магазин или совершая покупку, вы действуете там, рукой, вы можете взять там деньги, рассчитаться, или же вы можете, например, посмотреть вещь, да, ее не надо оплачивать, вы на нее просто посмотрели. То есть вы решили, что пусть она лежит в этом месте, и вы не будете трогать. То есть вот система перехода решений. Если нет жесткого, то есть не надо делать проплату за какую-то вещь, это другой уровень, но тем не менее вы же восприняли ту же самую вещь, да, которую, возможно, можно было приобрести в собственность, например. Да? Тогда вот здесь есть тонкий уровень. В чем здесь отличие в управлении, вот, ну, в событийной системе? То есть вы совершенно однозначно можете знать, что вы можете приобрести ту вещь, которая вам, например, исключительно нужна. Не обязательно купить. Может быть, это яблоко на улице, вы можете его сорвать, да, или груша. Или это просто какой-то вот лес, и там растет малина, ежевика и так далее. То есть вы ищете систему и получаете, не обязательно есть вопрос, ну, как бы, некоего внешнего статуса. Там сорвать ягоду в лесу и съесть, это часто только вы, ягода и вот действие, да, вы, например, ищете, находите и так далее. То есть получается, что вот есть внутренний статус любой вещи, как бы любого уровня событий, и при этом вот одинаковый как бы уровень или купить, или просто приобрести, или вообще в лесу найти. Уровень действия — это есть то, что вы видите уже четко как свою собственную структуру. То есть вот здесь фрагмент вашего сознания, когда вы начинаете проникать в сущность однотипных как бы явлений, фрагмент вашего сознания приобретает именно вашу форму, ваш вид. То есть чем больше вы концентрируетесь, тем вы ближе приходите к собственной как бы вот энергоформе. То есть вы начинаете видеть свою собственную реализацию часто в виде своего же физического тела как бы на информации. И вот тогда, чтобы получить управление, вы должны работать тогда вокруг своего тела. То есть вы сначала визуализируете, да, потом начинаете работать. Я почему привел такие примеры, как, например, там элементарное действие, потому что я имею в виду элементарное действие в виде там покупки, нахождения на физическом уровне, потому что это обычное для всех людей действие. И вот в коллективной фазе сознания существует такой уровень, что обобщенное действие для всех, да, в сознании человека имеет форму человека самого. Причем, в первую очередь, его самого. И вот когда вы начинаете видеть норму, переходите на сверхбыстрый процесс, то получается, что норма сейчас должна распространиться, например, на бесконечное время. То есть вот как человеку быть уверенным, что он является вечно живущим? Он должен, значит, получается, что текущее действие пролонгировать на бесконечность, то есть понимать, что сейчас действие, да, состояние жизни человека, нормальной, счастливой жизни, и в бесконечном времени это какая-то одна величина, находящаяся, например, как внутри, да, человека, так и во внешнем мире. Ну, это есть действие Бога, это есть выполнение задачи Бога. Когда вы начинаете думать о как бы физиологическом, как бы, о физическом уровне, да, данного процесса, то получается, что есть, скажем так, некая такая внешняя стержневая среда в уровне как бы физики, восприятия, что данная среда имеет какой-то очень конкретный характер развития, и если эту среду назвать
как система, ну, как гарантия обеспечения, да, вечного развития с точки зрения там, познания, то получается, что вы видите себя в системе коллективного сознания, где вы интенсивно передаете знания. То есть не просто вы только, а вы передаете знания, например, макроспасение, знания по моему учению, где вы можете передавать и каждому, и одновременно всем, ну, как бы такие разные комбинации, разные системы передачи знаний, но именно передача знаний. Тогда получается вот первый ракурс, первая волна информации начинает визуализироваться именно вот так, ну, как бы расшифровываться, да? То есть вы живете вечно, когда вы правильно передаете знания, и более того, вы, конечно, тоже сами здоровы. То есть внешний контроль осуществляется тем, что вы смотрите по основным потокам передачи знаний другим. Именно, в первую очередь, о макроспасении. Тогда получается, что любой уровень, любая подструктура данного действия, это есть фактически действие Бога, ну, как бы показывающие человеку совершенно точно, где именно вот Божье действие, божественное действие часто неотделимо локально вот от действия человека. То есть, причем это именно локальное. То есть человек совершенно независим. Он сам по себе, при этом, ну, как бы сам по себе изначально создан Богом, он все равно, естественно, имеет линии прямых связей. Но здесь вот именно он свободен, но вот какие-то детали позволяют понять, что здесь есть действие и одновременно человека, там, например, движение руки, и видно, что это есть действие Бога, как бы сливаются эти два уровня, да, восприятия. Тогда получается, что мы начинаем видеть, где, например, да, физическое тело единого Бога действует на систему следующих событий. Вот в какой точке сознания, в какой точке тела физического человека, именно человека конкретного. И тогда получается, что вот именно тот ракурс или там, скажем, ряд событий, который должен быть обязательно позитивным, хорошим, да, он, значит, выявляется как структура, скажем, ну, внешняя такая у человека, где есть действие, восприятие самого человека и есть фактически управление, как бы идущее уже от того, что человек воспринимает многоуровневый фактически статус свой, и тогда абсолютно четко начинает здесь быть видно, каким образом вообще строится восприятие человека, влияющее на всю реальность. Вот здесь вот восприятие и реальность, они становятся неразделимы в точке действия. То есть, когда вы начинаете приближаться к себе, вы видите, что вы сами себе создаете вообще-то восприятие в основном. То есть, ваше восприятие – это есть, в принципе, ваша собственная интеллектуальная работа. И получается, что когда вы начинаете как бы в системе восприятия строить какие-то события, то вы можете просто их проецировать на любое одарение и получать нужный результат. То есть вот здесь мы пришли к принципиальному уровню управления путем именно такого предупреждающего управления, что достаточно зафиксировать текущее нормальное собственное восприятие. Ну, восприятие, оно, в принципе, считается всегда нормально реагентным, то есть нормально реагирующим. То есть ваше личное восприятие всегда норма, прежде всего, для вас. Так вот, когда вы начинаете видеть вот структуру, где вообще находится такое понятие, как восприятие личного вас или восприятие человека, то можно увидеть идущие, ну, как бы вот такие фронтальные системы в виде неких волн световых на некий сегмент информации, где видно, что вот любая крупица знаний, связанная с излечением, там, например, от черной стадии рака, от каких-то вот таких сложных проблем, избавления, или там, что не допущена там ядерная война и так далее, эти все вещи начинают, в общем-то, фокусироваться или там наплывать на первую структуру восприятия. То есть первичный статус как закон развития восприятия, создание структуры собственного восприятия, это положительный, хороший статус событий. То есть фактически восприятие работает как поисковая система, которая постоянно ищет самое лучшее в системе информации. Если отнестись к собственному восприятию как к системе, ну, собственно говоря, как бы несколько внешней, да, автономной даже в какой-то степени по отношению к вам,
и изучить механизмы взаимодействия восприятия и реальности, то получится, что опять физическое тело человека находится в центре, причем там, где и душа человека находится в этом же месте полностью. То есть душа человека, конечно, в физическом теле находится, это понятно, но здесь еще существует статус такой, что душа имеет свободу, ну, как бы, в действии, например, там, в каком-то ментальном действии. Вполне может быть так, что душа человека работает на, как бы, большом расстоянии, на каком-то другом месте от физического тела, при этом сохраняясь в физическом теле обязательно. И вот этот статус связи, так скажем, он заключается в том, что сохранение, как бы, или жизнь души, да, в физическом теле, ее положение, или неразрывная связь, да, с физическим телом. Здесь мы видим, что вот основной статус упреждения некого негатива — это есть норма физического тела. То есть вот там, где душа, как бы, мягко выводит физическое тело на уровень всеобщей реальности. То есть получается, что вот каждый раз, когда человек выходит на уровень именно всеобщей реальности, даже если он живет где-то вообще, например, вдалеке от людей, тем не менее, вот именно структуры, определяющие и платформу событий, и, например, следующие действия событий, это структура душа. Получается, что восприятие человека в этом случае, оно таково, что формирование восприятия, например, душой человека позволяет увидеть, что в сегменте восприятия существует статус души. То есть, как бы, совершенно видно по маленькому уровню, ну, собственно говоря, именно в оптике, да, то есть можно увидеть, ну, как некий кристалл, вот он хотя небольшой, но через него можно посмотреть сразу на всю свою собственную душу. То есть увидеть ее сразу, хотя вы смотрите, ну, как бы на часть. И тогда вот восприятие вот это своей собственной души, где вы вроде смотрите локально и хотите оптически определить ее, да, например, ну, например, в каком-то месте, получается, что она уже возле вас, она работает, ну, как бы, как внешняя система, и получается, например, ваше физическое тело в бесконечности. То есть работа души, это вот тоже один из законов действия души, именно в предупреждающем уровне управления. Действие души — это всегда в идеальном уровне, это физическое тело в бесконечности. И получается, что когда мы ну, начинаем анализировать, то понятно, что вечная душа в бесконечности в любом случае, да, приходит к собственному физическому телу. Потому что душа, как уровень полный, ну, в том числе по свободе действия, естественно, через какое-то время организовывает тело. И вот когда мы говорим о том, что, предположим, процесс рассматриваем воскрешения, где, например, ну, нужно понять механизм передачи информации, да, человеку, который воскрес, или он, например, до уровня вот первичного выявления его в информации, потому что, как правило, выявление очень может быстро приводить к воскрешению. Вот именно до выявления, значит, нужно определить статус следующего развития, тогда получается, что здесь очень просто увидеть именно уровень действия души. Потому что здесь получается, что именно душа создает тот уровень событий, который предупреждает любую ситуацию для физического тела, как бы негативную. Здесь вот переход действия души фактически на уровень действия в физическое тело приводит к тому, что душа существует как внутри тела, да, есть конкретное даже место, стыковки и так далее, ну, которые, в принципе, являются часто, в зависимости от фазы коллективного сознания, не всегда, ну, как бы, точно в одном месте находится эта стыковка. Но здесь существует еще и внешний аспект действия души, где душа фактически создает вот это вот пространство внешнее, и вот чтобы это пространство было нормированное, то есть чтобы мы получили управление, ну, совершенно, как бы, точное, и нужно, чтобы получилось оно быстро, например, бывают такие промежутки, потому что в системе именно предотвращения, предположим, возможной глобальной катастрофы, часто, ну, могут возникать такие вопросы, что нужно действовать, как бы, очень быстро. Это даже не экстремально, а просто
надо обязательно точно успеть совершить ряд каких-то действий. Так вот здесь, когда, получается, ваши действия, идущие от души, работают в пространстве самой же души, то есть я привел фактически вот путем определенных логических, в том числе, связей, что мы здесь должны иметь фактически, ну, как бы все-таки автономную систему. Как я сказал, автономная система сознания человека в элементе восприятия дает гарантии, что не будет уничтожено человечество. Потому что как только есть такая система, как автономная, и если сейчас человек воспринимает, то он воспринимает и там, в бесконечном удалении, да, в пространстве времени. То есть вот эта линия, она логически понятна. Потому что в чем разница? Если человек сейчас воспринимает, и у него, да, скажем, да, все нормально, ну, как бы, с чего вдруг должно быть ненормально. То есть вот как раз-таки логика в том, что должно быть как раз-таки нормально. И вот здесь можно четко видеть, откуда берется, ну, там, понятие молодости, старости и так далее как бы, в уровне физиологического состояния, да, человека, в уровне его здоровья, вообще в реальном каком-то возрастном уровне. Вот здесь вот именно переход от уровня действия душой к действию, например, духом, там, где действует Бог навстречу к вам. Но и здесь видно, что существует, возможно, некое как бы внешнее воздействие, скажем так, да, или некое существование какой-то внешней ситуации. Вот эта ситуация может повлиять, то есть как бы она может фактически, ну, или там затянуть решение какого-то вопроса, или наоборот, вот ее надо как бы учесть, да, для чего-то. Так вот это вот внешнее действие, я специально вот здесь несколько усложняю конструкцию управления, потому что в терминах, определяемых, ну, как бы такими уровнями, где есть действие души, причем именно в плане профилактики событий, значит, здесь нужно вводить, ну, некое упрощение, да, в терминах, но одновременно надо выявить среду. Вот здесь вот должно быть и действие души, и действие логики. Поэтому иногда я как бы беру и несколько уровней управления просто вывожу на то, чтобы было понятно, что вообще по сущности в этой ситуации мы можем сделать именно для обязательного оптимального управления. То есть управление должно быть такое, что пороговый как бы уровень, да, где некие большие проблемы, что все-таки он не был преодолен. И вот здесь, получается, срабатывают как раз-таки чисто такие весовые функции, опять же, действия духа. То есть, когда вы видите, что душа работает в пространстве как бы, ну, духовного действия, собственного причем, то видно, что физическое тело организовывается совершенно здоровым, счастливым. И раз сейчас в норме человек, то он, естественно, может быть в норме всегда. Вот это вот все-таки тонкая грань, что отличий не должно быть. И как только вы начинаете это анализировать, то вы приобретаете уверенность в действии, да, и вы получаете точное управление, то есть у вас реализовывается как конкретно какое-либо событие, которое вам нужно, потому что вы уверенность приобрели путем собственных уровней развития, то есть, ну, путем анализа, путем сопоставления каких-то данных. Так получается, что значит, как только вы, ну, занимаетесь там больше, да, или начинаете, ну, так скажем, фазу уверенности, да, в действии ставить как систему, ну, в общем-то, как бы плановую, зависящую от времени, от количества работ, то ясно, что тогда вы точно приходите к системному уровню, например, там, макроспасения в первую очередь. То есть становится понятным, что если можно сделать какое-то действие даже, ну, там, фонового уровня, то, естественно, можно сделать макроспасение. То есть, получается, что здесь логика, она такова, что она приходит к вам как бы наоборот, то есть с другого места, да? Логика действий, но вы видите в другом месте. Вот, например, вы проходите, стоит скамейка на улице. Вы понимаете, что это логично, но информация пришла как бы со стороны скамейки. То есть не вы ее сгенерировали, а как будто это уже есть, да? Логически понятно, что такое существует. Так вот, вот та информация, что как будто такое есть, должна быть жестко зафиксирована именно в том плане, что вы всегда здоровы, вы живете вечно. То есть вот именно
фиксированная информация, которая воспринимается душой, скажем, человек, да, как объективная реальность, она должна быть в вашем управлении обязательно уже сфокусирована в том плане, что вы получаете устойчивое все-таки обеспечение своих событий. И вот здесь, когда вы начинаете видеть, что это зависит от вас, что вы, например, можете генерировать мысли быстро, там, медленно, ну или вообще не генерировать какие-то мысли, не видя там мысли форм, а просто-навсего делать, да, и воспринимать нечто отдаленное, как ваше мышление. Так вот, получается, что вот переход именно на некую автоматизированную форму, да, управления в некоторых случаях позволяет очень четко получать уже дальше положительную информацию. И, ну, хорошую для вас. И почему это понятно? Одно дело зафиксировать какой-то, например, там статус, ненужный вам в сознании, тогда придется расхлебывать как бы, да, информацию полностью, да, анализировать. Или другой статус, когда вы видите, ну, скажем так, какую-то ситуацию, и при этом вы ее практически все время профилируете от раза к разу, и каждая детализация приводит к, ну, в общем-то, к более точной норме, да? Получается, вот именно предупреждение некого отрицательного статуса событий заключается в том, что вы практически можете сделать управление такое, что выделенная фракция событий, ну как бы план, да, какой-то, который вы заложили, он обязательно реализуется, если вы этот план, как бы событий или область событий, вы сможете притянуть как можно ближе к себе сейчас. И когда вы начинаете это делать, то получается, что если даже какие-то сложные системы, там происходят какие-то, ну там, да, часто даже макропроцессы вот такие сложные, то здесь можно вмешаться даже в уровень минимального процесса и постараться получить, и, как правило, получается, если делать быстрое управление, такого типа, что вы, например, в реальном времени, находясь здесь, да, ну там, слушая лекцию в будущем эту, можете сделать управление, увидеть, где конкретно вы спасли людей. Вот здесь вот должна быть конкретика. И как только вы в одном параметре, это я уже показал следующий параметр, показываете, что вы спасли какого-то человека, пусть даже хотя бы одного там, ну просто, можно сказать, вылечили, тоже спасли, да, не обязательно это какое-то иное действие, кроме лечения. Вы понимаете, что вот это и есть следующий статус устойчивости в управлении, то есть алгоритм получаемой информации тогда будет нормальным. И получается, что здесь существует, ну, как бы несколько последовательных систем. Это действие в любом случае, когда, что бы вы ни делали, да, хорошее для вас. Следующее, это, ну, действие на уровне там, физических величин в пространстве, действие можно сделать во времени и так далее. И эти все системы, они дают в проекции одну и ту же позитивную структуру. То есть это выглядит так, что вы берете, начинаете рассматривать, какие существуют системы, и проецируете все полезное на вас, как бы притягиваете к себе свет, ну как бы искусственно, вот этот созидательный свет, вы его берете и просто как резинку, например, вытягиваете, да, вместо фокусировки. То есть в то место, где должно быть благоприятное для вас событие. Так вот, вот эта вот внешняя система действия, как бы, да, не конкретно вы берете и расшифровываете само событие, а вот именно система подготовки, значит, людей, окружающих себя к тому, что событие благоприятное. То есть вы, в принципе, не знаете ответ. Пока мы говорим о том, что вы ответ не, как бы, нигде не зафиксировали, а просто вам нужно иметь хорошее нормальное событие. Тогда получается, что вы должны очень много получить, ну, как бы весовых систем со стороны внешнего мира, так скажем. И тогда душа должна четко дифференцировать, где ваше действие, где лично вы, а где внешний мир. Вот, ну, это понятно, логикой можно здесь так соотнести, что человек посмотрел, который на реальность, ну, там, через физическое зрение, он сразу понимает, где граница его там траектории, если он едет там на каком-то транспорте и так далее. То получается, что здесь как раз таки вот в этой системе нужно суметь обязательно выделить такой статус, что вот внешнее управление, да, оно является одновременно и внутренним статусом человека. То есть вы как бы сами себе двигаете систему управления таким образом, что создаваемое вами, это есть то, что, ну, во-первых, существует в душе,
это есть как проекция на духовную систему, то есть даже в духовной фракции это существует. То есть получается, вы приходите к тому, что практически все явления, которые описаны для управления, они существуют где-либо. И вот когда вы начинаете четко понимать, что есть целостность в этом существовании, всех явлений одновременно, то точно значит, у вас осуществилась, получается, та позиция, осуществилась, что вы имеете точное управление по совокупности причин, и внешних, внутренних действий. Вот это вот наиболее устойчивая форма управления, которая позволяет вам уже наконец дойти до постановочной задачи, то есть выделить характеристики конкретно теперь, и вы эти характеристики начинаете уже дальше запускать в работу в разных социальных средах и получаете управление уже в социальной среде. То есть фактически уровнем предупреждения какого-то негативного события является то, что вы выносите в социальную систему, вообще в любую систему информации, именно устойчивый статус, который не зависит от неких случайностей. То есть вы, часто вообще действительно не зависит, и поэтому здесь получается, что как только вы получаете, скажем, такой статус управления, то вы очень четко можете контролировать следующую мысль уже, то есть следующее развитие. Причем такого качества, что мысль все-таки не приводит к тому, что какой-то возникает в будущем отрицательный статус. То есть такого ощущения у человека не должно быть, что чем больше он что-то делает, тем больше каких-то возможно проблем. На самом деле не так. Количество действий от Бога определено таким образом, что каждое действие практически равнозначно в системе внешней и внутренней реальности человека. Бывает, что во внешней больше, во внутренней меньше или наоборот. И получается, что здесь мы имеем достаточно, в общем-то, простую систему, что автономные системы, которые содержат точные и правильные решения, они находятся как на бесконечном удалении в сторону Бога от человека, так и максимально приближены они к человеку. То есть получается, что мы можем охватить вот этот луч своеобразный, таким образом, что мы фиксируем текущее, например, управление, и при этом именно то, что уходит в бесконечный уровень, это есть то, что строит на уровне информации, сознания вашего, строит весь внешний мир для вас. Тогда получается, что именно устойчивая система — это всего лишь навсего контроль именно за вашим уровнем мира, как вы его воспринимаете. То есть не обязательно вы должны четко знать, где, в какой стране, какие города, подробно. Но, тем не менее, вы можете делать управление по защите всех этих городов. Тогда получается, что существуют макросистемы, которые позволяют практически получать сопоставимое управление, то есть быстрое, эффективное, таким образом, что вам достаточно всего лишь навсего выйти на внешнюю информацию нормы. То есть есть еще следующий метод в этой системе. Достаточно нормировать внешнюю информацию и ее куда-то зафиксировать, и эта норма, она постоянно действует как некий эталон или в звуковом варианте как камертон некий, который постоянно отсылает любые события сначала на нормирующий шлюз, сигнал, а потом они отражаются, попадают к вам уже в улучшенном виде. Так вот, чтобы события где-то на отрицательный статус не зафиксировались, существует еще другой принцип вообще следующего уровня управления. Наоборот, с другой стороны, все, что возможно, вы воспринимаете в отрицательном статусе и начинаете решать из того, что есть хороший статус, есть, например, тот, который существует, например, как требующий решения, несколько отрицательный статус. Тогда получается, что объединив эти позиции на уровне собственной личности, вы получаете следующую картину, что методологически это будет выражено так, что вы можете получить дальнейшее действие, свои собственные, как совершенно четко, как я сказал, прозрачное для вас. И когда вы видите, что следующее, то есть, прозрачное для вас действие, это есть уровень, все-таки бесконечный, то получается, что вы, когда начинаете, двигаться из бесконечности к себе, то каждое ваше действие становится известно. То есть еще один параметр управления в будущем, заключается в том, что вы практически должны четко знать,
как бы полный сигнал в развитии будущих событий. И получается, что когда вы, например, вот этот вот сигнал, да, в развитии будущих событий видите как совершенно, ну, как бы однозначный, то есть у вас даже будущее событие совершенно четко определено, тогда ясно, что вот именно предупреждающим действием является просто, ну, фактически правильно идти, да? Бог дал каждому совершенно правильный изначально путь. И тогда получается, что раз Он дал правильный изначально путь, то ведь если от него не отклоняться, то это является предупреждением каких-то тоже негативных ситуаций. Так вот, одна из компонент предупреждающего управления в системном уровне, да, системное предупреждающее управление, именно предупреждающие какие-то все-таки негативные события. Вот я здесь в данном случае имею в виду профилактику некого проблемного уровня, то это совершенно четко видеть практически как бы себя, да, умение видеть, ну, простой технологический прием. Если взлетает самолет, то надо до посадки увидеть, как вы выходите, например, и все нормально. То есть умение видеть будущую ситуацию. Ну, вот как это увидеть? Для самолета можно просто пройтись по планеру, например, ну, с определенной скоростью мышления, и вы сразу видите результат будущего. Если где-то ну, есть некая диспозиция, что нужно улучшить, там, чтобы не было сильной вибрации, чтобы двигатель лучше работал и так далее, надо просто выделить на планере или, может быть, даже на самом часто двигателе уровней и сделать их более активными. Это относится ко всем видам транспорта, то есть выделить уровни позитивного действия и просто проактивировать. Тогда получится, что возможные будущие события негативного толка, они начинают, ну, как бы реструктурироваться. Вот здесь главное, в практике надо уметь понять, куда преобразовывается импульс. Вот событие, например, да, реструктурировалось. Тогда получается, эта структура давления или некого негативного статуса, как она и в какой точке, ну, как бы разомкнулась, да, с вашей линией событий. Так вот, это наиболее такой интеллектуальный, ну, точный должен быть уровень управления, что внешние именно действие, да, ну, то есть вот именно некое такое, даже как бы периферическое действие, да, оно должно быть совершенно четким, однозначным и как, ну, полностью контролируемым. Вот здесь вот есть такой нюанс, что вы должны получить контроль даже за системой случайных событий, казалось бы. И тогда получается, что этот уровень, он заключается в том, что вы в макродействии все время концентрируете внимание на как бы несущественных системах. То есть вот существует позиция души, когда душа как бы очень в таком линейном варианте, да, смотрит на какие-то негативные уже не очень события и их как бы фиксирует вокруг событий, которые изменены в лучшую сторону. Вот переход, да, как вот произошло вот это разделение, это есть переход как бы фиксирующего уровня души. Если душа раньше работала просто как, ну, автономная, да, система, как, ну, некая система управления, то в данном случае есть еще свет души, идущий от четко фиксированного уровня, где душа находится в физическом теле. Тогда получается, что когда вы переходите на, например, действие души из физического тела, да, в бесконечность, то здесь вы видите, что вот построение бесконечности – это есть работа души. То есть построение бесконечного развития – это есть работа вашей души. И здесь видно, что можно построить, ну, как бы наиболее быстро, да, через макроспасение. Также через макроспасение можно построить так, как вам хочется, более фундаментально. Но здесь можно видеть, что вы обязательно построите вот уровень именно вечного развития, он всегда существует в восприятии человека. И тогда получается, что вот точное управление – это есть управление, связанное с тем, что если, например, вы вводите цифровые ряды или там делаете управление цветом, какими-то иными технологиями за счет познания и так далее, вы можете получить такой статус, что все будущее уже потому известно, что достаточно знать точность хотя бы в одном элементе действия. Ну, то есть
Если наводнение, да, то наводнение касается всех элементов данного региона. И поэтому получается, что если у вас нормально в одном месте, значит, видимо, и в других местах тоже, по крайней мере, в уровне вашего там взора там, на физическом уровне или там логическом, можно сказать, что если дом в регионе нормальный, то наводнения нет, да, как бы, может быть, оно где-то вдалеке. И получается, что вот достаточно часто нормировать только себя, то есть нормировать только структуру собственной души. Тогда получается, что вот я специально сейчас так говорю, переходя как бы с уровня на уровень, чтобы видеть, что душа — это та система, которая работает, во-первых, сама по себе, да, и, во-вторых, там есть прямой контакт с Богом в случае, например, особенно, ну, если какие-то, ну, там, возможно, экстремальные вещи, да, в развитии, и что вот именно действие души и тела по отношению к событию в данном случае практически как бы по энергоимпульсу, по вот именно обратной волне, это часто воспринимается одинаково. То есть норма событий, правильное решение там, когда оптический параметр, который идет по отношению к вам, от внешнего события, воспринимается и душой, и телом одинаково. Вот это вот на самом деле очень важный элемент в управлении, потому что когда вы сигнал воспринимаете одинаково и душой, и телом, и часто бывает и духом, и сознанием, это уже точно решение в стратегическом плане ваших вопросов. Да? Вы постараетесь эти точки запоминать. И часто вот запоминание и, вообще говоря, стремление к этой точке, да, уже дает результат. Потому что там фактически находится, ну, как бы ключевая форма управления. И вы, как только находитесь по совокупности, что для того, чтобы предупредить негативные события, надо, ну, во-первых, как я сказал, постараться до определения цели создать все условия, чтобы выявленное событие уже не было проблемным по возможности. Затем строится как бы система всего внешнего анализа, ну, как в обычной системе оптимизации. И эта система, она начинает, например, ну, там, проявлять себя так в автономном даже плане, что вырисовывается наиболее там, ну, ясная версия событий, которая приводит к нужному результату, и так далее, и так далее. И получается, что в конечном итоге вы должны перейти на достаточно, в общем-то, спокойный внутренний уровень души, где душа не отделена от тела, и вы начинаете это ощущать. И вот как только вы приходите к такому ощущению, что душа не отделена от тела, это следующий признак управления, то вы уже четко и уже получаете как бы устойчивый совершенно статус личного управления, где точно вы с событием справляетесь, то есть вводите в норму. И вот как только вы перешли в такой вот, ну, как бы нормированный уровень собственного восприятия, считайте, что вы управление все-таки достигли по существу точно, по результату, ну, так скажем, по результату не только вот как таковому там линейному, да, а вообще по результативности в целом, вот как бы для всех, даже больше как бы общий статус смотрите, не только там для себя вы достигли, и по результативности для всех и для себя, как бы вот, ну, чтобы не связывать, да, эти понятия, ну, как бы так скажем, плотно или там достаточно плотно, получается, что вот для всех и для себя это есть тоже проявление Бога. Бог дает знания через всех. И вот когда вы начинаете видеть вот эту вот систему управления, что Бог дает знания для всех, то вы видите, что предупреждающее управление — это есть часто та ситуация, что вам достаточно находиться в уровне, ну, как бы некой такой усредненной нормы, вот сейчас вот нормально, или привести структуру нормы, и стараться эту структуру как бы держать как позицию управления. Поэтому я сегодня давал лекцию, часто не приводя, например, к визуализации конечных точек управления, а практически просто человек идет, но он не обязательно все время же там запоминает или говорит, вот сейчас он подойдет к такому-то месту, это не обязательно, да? То есть достаточно просто правильно идти, зная, что существует такой путь. Вот. Поэтому сегодняшняя лекция, сегодняшний семинар именно в том, что вы получаете технологию действия все-таки душой, которая знает, что такой путь есть, и не обязательно детализировать, не обязательно приводить
систему управления, а достаточно только являть, ну, как бы законодательную систему, понимать, что она существует даже. И вы уже точно управляете, да, вы точно приходите. Вот это и есть точность. Точность именно как бы в обязательной точности свершения, в обязательной точности управления. И не суть важно, что вокруг. То есть выделение именно позиции точности, это и есть точное управление. В данной конструкции именно управление, прежде всего, душой. Но я сказал, что есть же признак душа и тело, это и есть тоже точное управление и так далее. Вот на этом я сегодняшний семинар заканчиваю. В качестве именно семинарского уровня постарайтесь с этой лекции работать очень интенсивно, вот после прослушивания сразу хотя бы там минут 20-25, да, непрерывно, то есть вот, чтобы сфокусировать уже целевые функции и через них получить конкретное управление. То есть за счет просто даже своей позиции, только за счет направленности действия. Тогда вы охватите все явления мира и сработаете совершенно точно. Спасибо за внимание.